Добрый день, дорогие мои телезрители, с вами тесты и обзоры от Бардача. Я продолжаю делиться своим опытом в отношении увеличения мужского потенциала. Я уже снял серию роликов про различные препараты, и возникает очень много отзывов и очень много вопросов на тему, как же решить проблему преждевременного оргазма. То есть некоторые люди, в основном это свойственно молодым, неопытным и горячим самцам, очень быстро кончают. Существует спектр препаратов. Во-первых, это широко разрекламированный по телеку нейродоз, который я тоже применял, о котором я в последующем, возможно, запишу какой-нибудь отзыв. И вот такие вот препараты на основе допоксетина. Очень много разных торговых марок. Вот, например, у меня примоксетин. В основе этих всех препаратов лежит лекарственное средство, которое называется допоксетин. И сегодня я о нем как раз и расскажу. Что же такое этот самый допоксетин? Во-первых, хочу сделать предупреждение, это очень важно. Допоксетин, как и другие мужские препараты, о которых я раньше рассказывал, это сильно действующий лекарственный препарат. Это не какие-то там витаминки, как нейродоз. Это самое настоящее лекарство. Оно имеет множество противопоказаний и побочных действий. Ознакомьтесь с инструкцией, а лучше всего проконсультируйтесь с врачом. Какой-то там блогер типа меня рассказывает, это, конечно, хорошо, но консультация врача по-хорошему не помешает. Это препарат, отпускаемый по рецепту, и не важно, что в наших аптеках можно купить его просто так. В нормальных странах без рецепта его не купишь. Это уже о многом говорит. Как же работает этот волшебный препарат? Я, конечно, не спец в биохимии и во всех вот этих вот делах, могу только рассказать о своих собственных ощущениях. Так вот, по моим ощущениям, данный препарат способствует расслаблению мозгов. Раньше эти лекарства использовались для лечения депрессии, до того, как были открыты вот эти вот чудодейственные свойства для лечения преждевременного оргазма. То есть, по сути, этот препарат является антидепрессантом. Он вводит наши мозги в состояние такого легкого расслабончика. Мозг теряет связь с нашим маленьким другом, и друг может работать намного дольше. Ну а нам-то этого, собственно, и надо. Итак, на обзоре у меня сегодня препарат допоксетин под торговой маркой примоксетин. Этих торговых марок великое множество, но действующее вещество там допоксетин. Запомните именно это. Ну и дозировка 30 мг у меня здесь. Бывают дозировки 60 и 30 мг. Вероятно, еще какие-то дозировки есть, но я их просто не встречал. Но у меня не такой большой опыт. Естественно, инструкция. Большая такая бумажка, мелким шрифтом. Здесь много всего написано. Куча противопоказаний, как я говорил. Изучите. Дальше. 6 таблеток у меня получается. Таких маленьких сереньких таблеточек. 6 штук. Вот так все это выглядит. Как обычное лекарство. Ничего здесь такого замудренного нет. Сразу хочу сказать насчет дозировки. Как вы видели, у меня 30 мг дозировка, бывает еще и 60. Так вот, 30 мг это очень хорошая дозировка. Можно спокойно делить таблетку напополам, то есть 15 мг принимать, и все будет отлично работать. То есть, если у вас никакие там серьезные большие проблемы, то 15 мг, то есть пол таблетки, будет вот так вот работать, будет вполне хватать. Эффект будет отличный, при этом будет сильно дешевле, то есть пачки вам на 2 раза дольше хватит. Для кого 60 мг дозировка, я даже не знаю, может быть для каких-то коней, или у которых вообще проблемы там сверхъестественные какие-то. Для обычных людей, у кого небольшие проблемы, принимайте 15 мг, даже 30 не надо, уж тем более 60. Если вы купили 60 мг дозировку, даже на 4 части, на четверть делите, принимайте 1/4, все будет отлично работать. Теперь о том, как и когда пить этот препарат. В инструкции написано, что за 1-3 часа до того, как к вам придет Машка.
То есть вы знаете, что Машка придет через 3 часа и выпиваете данный препарат. Так, в принципе, я и пил, где-то за 2-3 часа. Теперь о том, какого эффекта можно достичь с помощью этого препарата. То есть, насколько можно продлить акт вашей любви. Данные таблетки используют актеры всем известных фильмов для взрослых. Там они занимаются любовью целый съемочный день, 8-10 часов, и все у них нормально работает. Но обычному человеку столько, естественно, не надо, а то процесс любви из приятного процесса превращается в какую-то там невообразимую гонку. Зачем вам это надо? Но если, конечно, вашей жене и подруге это необходимо, пожалуйста, можно и целый день. Но тогда мозоли, смотрите, не натрите, ни ей, ни себе. Особенность депокситина в том, что можно как вводить свой мозг в состояние расслабона, так и легко выходить из этого состояния. То есть вы можете жариться сколько вам угодно. Лично меня больше, чем на час не хватает, я не какой-то там трахарь-пахарь. Я просто падаю без сил. Если у вас силы есть, можете жариться и дольше. А потом можно легко выйти, переключить тумблер в своем мозге на обычное состояние и быстро кончить. Конечно, здесь нужны некоторые тренировки, некоторый опыт, но в общем-то все можно делать. В идеале так должно происходить, конечно, безо всяких вот таких волшебных препаратов. И в принципе у опытных самцов так и происходит. В принципе, я почти научился себя контролировать. Но данная проблема преждевременного оргазма, она свойственна прежде всего молодым неопытным самцам. И для них как раз депокситин придется кстати. У препарата есть побочные эффекты. То есть когда-то давно я изучал отзывы других людей об этом препарате. Сейчас я уже сам записываю отзыв. И там люди некоторые говорили, что у них следующие побочные эффекты выявляются. Головная боль и головокружение, различные расстройства пищеварения, тошнота там и все такое, и различные аллергические реакции. Слава богу, у меня никаких проблем не было, но у меня проблем со здоровьем особых нет, поэтому все было нормально. Если у вас проблемы со здоровьем, это вещь сугубо индивидуальная, то есть лучше начните, наверное, с маленькой дозы. А то будут какие-нибудь непредвиденные проблемы. Машка придет, а вы вместо того, чтобы жариться, будете на толчке весь вечер сидеть. Ну и напоследок хотелось бы сказать несколько слов, провести, так скажем, пропаганду здорового образа жизни. Дело в том, что все вот такие вот препараты – это скорая помощь для нашего здоровья. Они не лечат, а лишь на время увеличивают наши мужские функции. Я же предпочитаю и всеми силами пропагандирую совсем другие способы. То есть когда-то давно, ну хотя не так давно, всего лишь год назад, я был толстым, весил 132 килограмма, бухал, курил по пачке в день. И, естественно, мое мужское начало сказало мне нет. У меня в моей аптечке, чтобы хоть как-то поддерживать мои мужские силы, завелись вот такие вот чудодейственные препараты, как Виагра, Левитра, Сиалис, тот же депокситин. А сейчас мне все вот эти вот препараты абсолютно не нужны, так как я эту проблему для себя решил. Правда, конечно, пришлось поработать над собой. То есть я похудел я на 35 килограмм, сейчас я вешу 97, а весил 132. Я бросил пить. За год я, наверное, пил раз 5 всего, и уже давно не пью. Также я бросил курить, понемногу занимаюсь спортом. Но спортом это громко сказано, я просто хожу на работу и с работы пешком. На 8-й этаж своей квартиры я тоже поднимаюсь пешком. Иногда гуляю по лесу, по парку, по выходным. И все это позволяет мне не использовать вот эти препараты. Ну и теперь, по прошествии 1 года, после того, как я начал заниматься собой, у меня проблем со здоровьем нет никаких. Я чувствую себя просто отлично. И в том числе у меня нет никаких мужских проблем. Ни проблем со стояком, которые раньше у меня были, ни проблем с предварительным оргазмом. Ничего такого. Все вообще отлично. И если раньше я пользовался вот такой вот кучей сильно действующих препаратов, то сейчас я пользуюсь вот такой вот кучкой обычных витаминок. То есть это обычные витаминки. По сравнению вот с этими препаратами они стоят копейки.
и дает вот такой эффект. Но, конечно, без здорового образа жизни никакого эффекта не будет. Во-первых, это экстракт конского каштана для расширения сосудов. Вот такое вот средство и стоит буквально 30 рублей. Во-вторых, это витамины. Я пью вот такие вот дорогие витамины из спортивного питания Оптимен. Если денег нет, пейте обычный комплевит, все будет нормально. Потом вот такие вот индийские витаминки Ашваганда. Отличное средство, я про него снимал видео. И вот такие вот витаминки для профилактики простатита, которые называются Спиман. То есть вот такой у меня арсенал витаминок. А раньше был вот такой вот арсенал сильнодействующих препаратов, которые гробили мое здоровье. И сейчас я чувствую себя на все 100. Ну ладно, пожалуй, будем прощаться. И так я много уже болтаю. Я думаю, вы поняли, что вот это вот все. Это скорая помощь, если нужно здесь и сейчас. Ну а здоровый образ жизни и различные витаминки – это forever. Это, конечно, не дает сиюминутный результат, но в перспективе дает отличный результат. Ладно, ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Я с вами прощаюсь, да пребудет с вами сила.